Стал как-то популярным воздушный пластилин. У каждого бейбика, у каждого подростка, там ребеночка, у взрослого, у старика я видела этот воздушный пластилин. Чем он был такой удобный, я хз. Но тут появился тренд на то, чтобы парочки делали что-то из воздушного пластилина. Медвежонку понравилась эта идея. Мы достали этот воздушный пластилин и ничего не сделали. Чё он просто так лежит? И я решила попробовать сделать что-то интересное. Начала я его пробовать, так как мне его жалко, все-таки денежек как бы стоит. Я взяла салфеточку и разорвала ее, чтобы сделать маленькую пробную скульптурку. Всю эту салфеточку засунула в фольгу, чтобы она держала форму, которой станет головой. В наборе были стыки, поэтому мне было очень легко. Я постаралась смешать из пластилина примерный цвет моей кожи. Я его расплющила до блинчика и начала натягивать. И тут самое сложное, ведь воздушный пластилин, в отличие от обычного, застывает, и мне нужно было работать максимально быстро. Господи, когда же это лето закончится, и я смогу нормально не гнусавить? Еще и соседи решили что-то красить, и на всю квартиру у меня запах краски. Я планировала, что это будет похоже на лицо какого-то ребенка, но получился полубомж, полуолег монгол. Блин, надо было губы побольше сделать, было бы правдоподобнее. Получилось прикольно, и я решила, надо это покрасить. Как раз он остыл. Взяла основные 4 цвета, которые понадобятся для работы. Хорошо, что это был маленький эксперимент, и я успела понять, что воздушный пластилин ярко реагирует на попадание воды. Воздушный пластилин при соприкосновении с водой начинает размокать. И в тот момент я очень злилась, ведь краска тоже начинает сползать. Это легко исправить, если работать по слоям. За это время у меня получился вот такой вот чили-звиздрик. Очень опухший ребенок, как будто бы наплававшийся в формалине. Но it's okay. Я хотела себе такого странного бэйбика. Идея была в том, что я в последующем заверну его в пакетик, придав ему более интересную идею. Таким образом, голова ребенка стала ириской. Можно подобрать такой вот философский смысл, мол, мы погрязли в пластике, что теперь продавцы конфет продают головы детей вместо ирисок. Прикольно, да? Но мне все равно, я схаваю такое. И вот, натренировавшись, я приступила к своей изначальной крутой идее, которой я очень горжусь. Я буду лепить себя. Точнее, сахар, если бы она была эмбриончиком. Но что-то я пожадничала. Может быть, в следующий раз мне сделать такое же видео, но с большой-большой фигуркой. Я сделала форму буквы «Зю» из салфеток и фольги и начала обклеивать ее воздушным пластилином. Ой, я уже так взволнована. Постепенненько, аккуратно вылепливаю форму. Ведь мы помним, пластилин застывает со скоростью пука. Кстати, вы успели заметить, на каком моменте я оторвала себе ноготь с пальца? По-моему, я ударилась об стол. Я достала черный пластилинчик и сделала себе 2 больших глаза. Я думала, что я смогу взять вот этот мой готовый голубой цвет, очень тоненько его раскатать, и этот черный цвет будет аккуратно просвечиваться через пластилинчик. Но что-то я затупила, видимо, в этот момент. А я так хотела, чтобы это выглядело так, словно веки еще полупрозрачные, такие желейные. Раскатываю очень тоненькую колбаску червячок и делаю веки. Она же млекопитающая, а млекопитающие по типу кошечек, собачек рождаются с закрытыми глазками, так что вроде бы как логично. С моськой было все гораздо проще. Налепливаешь маленький кусочек пластилина и вылепливаешь носик, а ротик там как-нибудь сам окажется. Носик в виде сердечка по классике. И вот моя девочка еще спит и спит, а я аккуратно вылепливаю ей моську. Волосы и шерсть к этому времени еще не успевают появиться, поэтому она просто кожистая, такая сморщенная. Вот вы когда долго в ванной купаетесь, у вас потом пальцы превращаются в старческие культяпки. Вот примерно то же самое я хотела сделать с ее спиной и лбом. Я сама в шоке, как так быстро
я смогла сделать идеальное ухо. Обалдеть! Я вообще в шоке. Эти хорошо, что у меня есть стеки. Лапки тоже не беда, потому что их можно сделать из обычных колбасок. К этому моменту я пользуюсь водичкой постоянно. Я очень боялась, что у меня фигурка сломается, ведь по сути этот материал очень хрупкий. И я переживала, что вот эти вот шовчики будут местами образующие трещины, или у меня там ухо отвалится. Но вот то, что я забыла, это рожки. Да, блин, рожки забыла, они же такие маленькие, и мне пришлось их как-то прикреплять и вылепливать при помощи зубочистки. Настолько это пошли уже маленькие детальки. Над хвостиком я также парилась, у меня выключилась камера к этому моменту, ибо место на карте уже закончилось. Я сидела часами над этой фигуркой, и я очень переживала, что хвостик не удержит свою форму. Также в моей голове появилась идея: раз это сахар-эмбрион, и она плавает в утробе, то она должна парить, плавать. Поэтому я воткнула жестко ей зубочистку в спину, как предатель. У любого живого существа будет пуповинка, по крайней мере у тех, у кого есть пупочек. Проверьте своего песика, и вы найдете у него пупочек. Прикиньте, у собачек есть пупочки, это так миленько. Вот и у Сахар будет своя пуповина. Дальше, пока фигурка застывает, я делаю ей платформу. У меня был уже подсохший розовый, я решила, розовый, противоположный зеленому, я их смешаю, получится коричневый. А нет, получилась грязь, поэтому пришлось это как-то закрашивать. Вставляем туда сахар, и вот вы уже видите мою задумку? Обалдеть, какая красота, да? Но я хочу деталей. Но, вы слышите? Но, возвращая ей черненькие глазки, все-таки мне очень понравилась эта идея. Она выглядит как инопланетянин. Я очень хотела добавить розовенького в половинку, в носик, в ушки, внутреннюю часть ушек. Все-таки она живое существо, у нее есть кровь красная. И раз уж это такие очень нежные места, тенюшечки всякие подкладываю, рисую ей полосочки на ножках, на ручках, на хвостике, все пририсовываю. Это все так миленько, и зубочистка уже не такая заметная, она такая уже особенная. Самое простое, что вы можете сделать с фигуркой, это просто помазюкать ее сухой кистью. Это я использую при покрасе камушка платформы, над которой парит сама Сахар. Я покрыла этот камушек просто черной краской и сверху полусухой кистью прокрашиваю ее, подсвечивая и выделяя рельефы. И я уже на финишной прямой. Господи, я так счастлива. Она получилась такая красивая, такая магическая. Да кто ж знал? Я ж когда видела детей, которые бегают с этим пластилином, я думала, что он просто мягенький, прикольненький, пахнет вкусно, и он такой как сквиш, наверное. Да если бы я знала, что я смогу сделать такую фигурку, я бы купила несколько пачек сразу же. Из воздушного пластилина можно делать не просто такие вот легенькие фигурочки, просто побаловаться. Можно делать реально статуэтки. Воздушный пластилин наполнять смыслом и крутой идеей. Мне очень понравилось. Мне очень нравится говорить в нос. Таблетки от аллергии меня уже не спасают. Но меня спасает это прекрасная Сахар и эмбриончик. Прям так хочется взять на ручки. Она такая миленькая. Может сделать что-нибудь покруче? Что думаете? Хочется, не хочется? И, кстати, делюсь с вами новым артиком. Спасибочки. И вот